Приветики! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Люся Сергеевна. И на своем канале я буду вас вдохновлять готовить вкусно и с удовольствием. А сегодняшний выпуск я посвящаю украинской кухне. Поехали! Сегодня приготовила для вас рецепт львовского сырника. Рецепт, как всегда, покажу в своей интерпретации. Сырник получается очень нежным и очень вкусным. Ну что же, начнем. А начну готовить я сырник с изюма. Запариваю изюм минут на 10 и тем самым хорошенько его промою. Воду сливаю и затем заливаю ликером лимончелло. Если у вас есть коньяк или вишневая настоянка, тоже подойдет. И пусть себе пока постоит, пока мы будем готовить творожную массу. Далее берем вместительную емкость и примерно полкилограмма творога, сливочное масло, сахарозаменитель, ванильный сахар, крахмал, яйца и лимон. Творог берите любой, у меня сегодня 5%, а вообще это не принципиально. Всыпаем сахарозаменитель, добавляем ванильный сахар, и все перебиваем погружным блендером до однородности. Сливочное масло должно быть мягкое, комнатной температуры, поэтому я его немного нагрею в микроволновке. Мягкое масло добавляю к творогу и снова все блендером перебиваю до однородности. Вот такая масса у вас получится. Сейчас в эту массу натру цедру одного лимона. И немного все это смешаю в одну единую творожную массу. Яйца я рекомендую отделять желтки от белков. Таким образом, творожная масса получится более нежной и мега вкусной. Готово! Желтки смешиваю до однородности. Затем понемногу в желтки добавляю крахмал. Затем эту смесь ввожу в творожную массу. Снова все перемешиваю, чтобы обе массы хорошенько соединились. Далее белки буду взбивать до белой пены. Вот примерно до такого состояния. Если помните, там у меня настаивался изюм в ликерчике. Теперь добавляю его прямо вместе с ликером. Да-да, прямо вместе с ликером в творожную массу. Все перемешиваю до однородности. Теперь добавляю взбитые белки и аккуратно смешиваю. Без фанатизма, пожалуйста, тут взбивать ничего не нужно. Достаточно просто массы соединить. Готово. Форму смазываю сливочным маслом и вкладываю в нее пекарскую бумагу. Можно выливать творожную массу в форму. Сырник я накрываю фольгой, и таким образом он будет выпекаться около 40 минут. Фольга не даст ему сгореть. Потом фольгу снимаю, и сырник будет допекаться еще минут 30 до готовности.
В конце выключаю плиту и оставляю сырник еще минут на 10-15 в духовке остывать. Вот, посмотрите, как хорошо сырник пропекся. Остывая, он всегда будет оседать. Это нормально. Оставляю его пока в форме полностью остыть. Ну, а после буду вынимать. Подготовим глазурь. Я беру сливки, выливаю в сотейник и хорошенько их нагрею. Затем подготовим поверхность. Я застилаю пленкой стол, чтобы потом было удобнее собрать остатки шоколада. В горячих сливках растопим весь шоколад. Вот, посмотрите, какая красота получилась. А как благоухает шоколадом. Очень вкусно пахнет. Выливаем глазурь на сырник. Распределяем равномерно по поверхности и по всем его сторонам. Далее я отправляю сырник настаиваться в холодильник на несколько часов. Вот он, мой львовский сырничек, готов. Посмотрите, он похож на большую шоколадную конфету. Очень большую шоколадно-творожную конфету. Буду пробовать. Посмотрите, как он держит форму и какой замечательный получился изнутри. Приятного аппетита! До встречи в следующем видео. Пока-пока!